Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о таком вопросе, как стоит ли обновляться до HyperOS. В комментариях встречаю очень много ваших вопросов, очень много замечаний по поводу данной новой оболочки, ну и я вам расскажу свое мнение и свой опыт использования того, что компания Xiaomi предоставила нам. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Первое, с чего хотелось бы начать, это вводные данные. Смартфон Poco F5 Pro под управлением самой последней прошивки, которая на него только есть. Также вы мне можете написать, что данная нумерация является не очень актуальной, но опять же, у каждого аппарата она будет своей индивидуальной. Конечно же, тут у нас работает все под управлением 14-го Android. И первый вопрос, который хотелось бы вам рассказать, это наличие багов. Многие об этом спрашивают, многие об этом переживают, особенно в свете того, что там когда-то относительно недавно были проблемы с закирпичиванием смартфонов. Я вам могу сказать следующее, что на HyperOS таких проблем не наблюдалось. Объясняю почему, потому что когда пришла шторка на MIUI 14, она просто взяла и сломала все аппараты, которые работали именно под MIUI 14, а шторка была именно из HyperOS. Так что тут вины именно самой HyperOS нет. Есть просто вина кривых и корявых разработчиков, которые это все разослали. Что касается того, что когда вы вот только обновляетесь на HyperOS, и что вы будете ожидать в плане багов. Ну, сразу как бы не могу отметить, что у вас аппарат закирпичится, не могу сказать, что у вас как-то что-то, даже не знаю, отрыгнет. То есть все будет работать нормально. Опять же, если вы соблюдаете механизм обновления своего аппарата. Не только как бы на примере Poco F5 Pro я это все наблюдал, также на примере Xiaomi 13T, на примере Redmi Note 12S я это все наблюдал. Поэтому в плане багов я вам не могу сказать, что вот как бы вы обновляетесь и получаете какую-то большую проблему. И да, как бы не стоит этого бояться. Второй же вопрос, который вас, наверное, интересует, это автономность. А вот здесь уже есть о чем рассказать, потому что, с одной стороны, разработчики делали на этом акцент, что там улучшены алгоритмы, механизмы работы, но вот как бы там у многих возникают вопросы, когда они только обновились на HyperOS и получают определенного рода проблемы с автономностью. И тут я как бы скрывать не буду, проблемы есть. Но эти проблемы связаны как бы, во-первых, с тем, что HyperOS это первый продукт как бы компании Xiaomi после MIUI. И можно сказать, что как бы есть вопросы по оптимизации именно самой батареи. Но с другой стороны могу сказать, что если мы с вами подождем чуть-чуть там парочку обновлений, то все эти проблемы устранят. Плюс, конечно же, можно делать оптимизацию нашей системы. О чем, кстати, на канале в скором времени выйдет новое видео. Там я расскажу все подробненько, что можно отключить, как можно там что-то попереключать, для того, чтобы продлить автономку вашего устройства. Но вот, допустим, нам еще в системе доступна куча всяких возможностей, которые позволяют, продлевать, скажем так, жизнь нашей батареи. Да, они с одной стороны работают, но с другой стороны прям какого-то супер вау эффекта вы от них не получите. Потому если вот сравнивать два таких момента в плане батареи по HyperOS и по MIUI 14, допустим, то, к сожалению, Hyper пока проигрывает. И как бы вот у меня лично в цифрах это значение, составляет, где-то плюс-минус 15-20%. То есть HyperOS меньше живет. Но я думаю, что все же нужно дать разработчикам шанс в этом направлении. Да, у нас есть куча всевозможного там дополнительного софта, который помогает там отключать, там улучшать что-то. Но опять же, то, что есть у нас и заскриптовано в системе, дальше головы мы с вами не прыгнем. Также еще у многих возникают вопросы, как бы вот по батарейке в частности, где же время экрана? Немножечко мы как бы этот момент тоже затронем. Увы, тут этой информации не будет. Мы лишь только тут будем наблюдать информацию, которая касается у нас именно таких глобальных приложений. Вот, допустим, Poco Launcher у меня кушает, Xiaomi Community, там лента виджетов, и тому подобное. И потому, если вас интересует именно вопрос по автономности, то, как я вам сказал, что по сравнению MIUI она, к сожалению, будет меньше. Но опять же, в каком-то вот моменте или в какой-то перспективе стоит ожидать некоторых улучшений.
Также многих интересует вопрос, что по поводу быстродействия и в целом оптимизации системы. То есть не только там то, что мы с вами понимаем насчет оптимизации там батареи или еще чего-то. Но вот я вам хочу сказать, что именно по оптимизации и быстродействию самой системы тут становится лучше. Опять же, если вы будете это смотреть на каком-нибудь там смартфоне, там, я не знаю, Redmi 13C, если будете еще там на каком-нибудь смотреть более простеньком аппарате, то, конечно, там, возможно, могут быть определенного рода проблемы. Но, опять же, если вы смотрите это на более таком флагманском устройстве, и как вы могли заметить, то по приложениям оно переходит в целом-то нормально. То есть никаких зависаний супер там или глюков не наблюдается, фризов также нет, и мне это действительно очень нравится. Конечно же, я еще активировал и повышенную герцовку, которая, ну, в некоторых моментах может сглаживать вот все эти проявления глюков и фризов. Но, опять же, как я уже сказал, стоит учитывать тот момент, что обновления HyperOS лишь только появляются, все проблемы, как бы я знаю, на баг-трекере фиксируются, но и их разработчики пытаются вот как бы-то в будущем и исправлять. Ну и, наверное, еще один момент, который стоит затронуть и рассказать вам, это фишки HyperOS, также ради которых стоит обновиться. В любом случае, когда мы с вами видим, что есть уведомление про новое обновление, нас сразу интересует это. Нет ли там проблем с окирпичиванием, нет ли критических багов в работе системы и там, допустим, вылетов каких-то. Там по поводу автономности я вам сказал, по оптимизации и быстродействию системы, ну и, конечно же, фишки. И вот ради чего в целом стоит поставить новую HyperOS. Ну, давайте, я не буду как бы вам рассказывать о том, что вот там из-за того, что шрифт поменялся и тому подобное. Да, это все, ну, конечно, прикольно. Но вот именно ради чего бы лично я бы эту всю историю поставил. И первое, ради чего я бы лично поставил бы новую HyperOS, так это появление тех самых крутых виджетов из китайской прошивки. Но есть определенного рода тут подвох, когда вы нажимаете, допустим, на виджеты, это там вот смартфон Poco, или же вы, если поставите на смартфон из Xiaomi, у вас будет бесконечная загрузка. Но для этого вам необходимо установить любой VPN, там подключиться к любому региону, и у вас все эти виджеты подтянутся. Поэтому я могу отметить, что именно наличие новых тут виджетов действительно как бы, ну, улучшает саму систему и позволяет как бы ощущать, что действительно это то, чего мы с вами ожидали. Также, что мне еще понравилось в новой HyperOS, это режим взаимодействия. К сожалению, на Poco F5 Pro его здесь нет, и нет информации насчет того, чтобы добавят эту всю тему или нет. Но, к примеру, на том же Xiaomi 13T, и об этом я на канале вам показывал и рассказывал, есть режим взаимодействия или же Interconnectivity, которая позволяет сопрыгать планшет и смартфон, и между этими двумя устройствами перекидываться информацией. И еще, наверное, такая самая главная фича, которая прям, ну, очень лично мне зашла, это, конечно же, стиль экрана блокировки. Вот ради этого я бы уже сходу рассматривал переход на HyperOS, потому что это именно то, чего не хватало самой MIUI 14, да и в принципе всем MIUI, то есть гибкой кастомизации экрана блокировки. Прикольно, интересно, свежо, ну и возможно в будущем также разработчики всю эту тему добавят. В описании я оставлю кучу дополнительного материала, как можно поставить и виджеты на Xiaomi, и как можно поставить новые суперобои, ну и там всевозможные дополнительные улучшения, которые вы сможете накатить на свое устройство. Но самое главное, смотрите, какие версии приложения вы ставите, для того, чтобы у вас не было никаких проблем с работоспособностью вашего аппарата. Подведя такой итог, я вам хочу сказать следующее, что, ну, во-первых, данное видео уже давно напрашивалось, многие в комментариях об этом пишут, ну, а во-вторых, я могу сказать, чтобы вы не боялись обновлять свои устройства, именно уже через какое-то время. Да, конечно, не все хотят сразу там обновляться, бежать и смотреть, что это за такое. Для этого есть блогеры, которые вот обновляют свои аппараты и потом в случае чего их откатывают назад. Но хочу отметить, что на сегодняшний день HyperOS это уже то, ради чего стоит обновиться. Действительно, работа идет, разработчики исправляют определенного рода проблемы, что-то улучшают, фиксят, оптимизируют и тому подобное. Так что, друзья, не бойтесь обновляться, но прежде всего читайте всегда отзывы тех, кто уже обновился. Если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.